Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео хочу поделиться с вами своими впечатлениями после использования моющих средств, различных моющих средств. В начале видео по традиции короткое слайд-шоу, в котором представлены фото тех товаров, о которых пойдет речь в данном обзоре. И если какое-то из средств вас заинтересовало, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. Начать мне хотелось бы с жидкого мыла для рук с дозатором. В линейке Savon de Royal в черном флаконе жидкое мыло с ароматом шоколада, ванили и амбры. Во флаконе 500 мл. Данное жидкое мыло подходит для ежедневного применения, мытья рук, тела, бережно очищает, легко смывается, не сушит кожу. Также у этого продавца я заказала еще и белый флакон с ароматом лимона, апельсина, лаванды и мускусной ванили. У продавца есть еще горчичный флакон, там аромат мандарина, жасмина и мускуса. Если честно, изначально данные товары я заказывала исключительно из-за внешнего вида самих емкостей. На тот момент я подумала, что даже если мне не понравится аромат жидкого мыла, ничего страшного, всегда можно в эту баночку налить то мыло, которое нравится. В итоге и диспенсеры, и ароматы жидкого мыла мне очень понравились. Единственное, стоит отметить, что вот белый флакон, он на самом деле не совсем белый, он, знаете, такого цвета слоновой кости. Также стоит отметить, что здесь очень удобный узкий длинный дозатор. За счет него сам флакон всегда остается чистым. Ну а если можно было бы заказать жидкое мыло отдельно, скажем, в 5-литровой канистре, то я бы заказала аромат, который представлен в черном флаконе. А вот дальше мы рассмотрим с вами несколько средств, которые мне уже выгоднее покупать канистрами. В канистре 5 литров это DOS Gel Professional от компании Grass. Изначально все канистры зафольгированы, на каждой канистре есть аннотация, способ применения, состав, сроки годности. Но для меня вот лично вот у этого DOS геля очень широкий спектр применения, но для меня это идеальное средство для мытья полов. Данное средство можно использовать для мытья унитазов, ванн, раковин, душевых кабинок, ну, в общем, для любых поверхностей. Помимо того, что средство справляется со сложными пятнами, оно также обладает и мощными дезинфицирующими свойствами. Данное средство может очистить плесень, удалить микробы, включая грибок. Что касаемо мытья пола, тут стоит отметить, что средство очень хорошо пенится. И во время мытья, вот, например, на темной плитке видны такие вот мыльные разводы. Поначалу я очень расстроилась, подумала, что, возможно, я сделала какой-то сильный концентрат, но на самом деле пены действительно очень много. Расстраиваться не нужно, это все дело высыхает, и никаких разводов, никакой пены просто нет. Изначально я, конечно, приобретала такой небольшой флакон, там, по-моему, 750 миллилитров, но вот после того, как я увидела вот этот вот эффект, мне он очень понравился, и, конечно же, мы заказали большую канистру 5-литровую. Причем данное средство мы использовали на разных поверхностях, на ламинате, на плитке, на дереве. В общем, ни на какой из поверхностей никаких разводов абсолютно не остается. Следующая 5-литровая канистра WC Gel Ultra Professional, также от компании Grass. Кстати, сбоку каждой канистры есть такая видимая шкала, по которой вы можете отслеживать остаток вашего средства. Итак, данное универсальное чистящее средство на основе ортофосфорной кислоты от известкового налета, ржавчины, солевых отложений для чистки унитазов, кафеля, сантехники. Пользоваться данным средством непосредственно из канистры, конечно, неудобно, поэтому я не выкидывала вот эту вот бутылочку, которая у меня осталась маленькая, и просто из канистры переливаю в нее.
Это действительно густой гель. Даже при мытье унитаза средство не торопится быстренько стечь в слив. Это на самом деле хорошо, то есть вот оно как можно дольше работает именно в тех местах, куда вы его нанесли. Долго ждать не нужно, пока средство подействует, буквально 1-2 минутки. Ортофосфорная кислота отлично справляется со своей задачей. Ну, вот у меня как раз-таки с Эми контроль качества, все проверено, все хорошо. Следующая канистра также от компании Grass Clean Glass Professional. Это средство для мытья стекол и зеркал. На самом деле данное средство можно использовать на всех глянцевых поверхностях, вплоть до бытовой техники. Также это средство имеет антистатическое действие, поэтому я его использую еще и во время уборки, в процессе вытирания пыли. Ну а для мытья окон лично для меня это вообще незаменимое средство. Влажной тряпочкой просто прохожусь с внешней стороны окна для того, чтобы убрать, ну, какие-то такие вот пыль, соринки. Затем пшикаю средство на окно и уже сухой тряпочкой протираю. При этом, когда я сухой тряпочкой прохожусь, то есть я особо там чего-то не тру и как-то там не стараюсь это все дело, там, не знаю, заполировать. Как только окно высохнет, никаких разводов, никаких пятен, ничего абсолютно не остается. Окно чистое и сверкает. Данное средство полностью биоразлагаемо. В его составе есть спирт изопропиловый, который эффективно удаляет жир, сажу, минеральные масла. Именно за счет этого, скорее всего, данное средство отлично справляется со своей задачей, быстро выветривается и на окне не оставляет, ну или на зеркале не оставляет абсолютно никаких разводов. Средство из канистры я переливаю в емкость с пульверизатором и таким образом пользуюсь. И это у меня не первая и, поверьте, не последняя канистра. Следующее средство также от компании Grass, кислородный пятновыводитель объемом 1 кг. У производителя заявлено, что данный кислородный отбеливатель в десятки раз мощнее перкарбонат натрия и белизны, благодаря наноформуле. Конечно же, после того, что я прочла, мне сразу же захотелось данный отбеливатель опробовать. На тот момент у меня уже был опыт использования кислородного отбеливателя, только от другого бренда. Другой кислородный отбеливатель работает именно при высоких температурах, а тут производитель пишет, что нельзя использовать воду свыше 80 градусов. Именно поэтому в кувшин я набрала просто горячей воды из-под крана, засыпала отбеливатель и поместила туда кухонные полотенца, на которых были пятна кетчупа, пятна от чая, а также пятна от соевого соуса. Никакого шипящего, бурлящего эффекта нет, все действие проходит довольно тихо и спокойно. Через 20 минут я достала полотенце и закинула в стиральную машину. Единственное, что я заметила, то что вода, ну, действительно так вот помутнела и стала не чистой, скажем, непрозрачной. Ну, что сказать, средство отлично справилось со своей задачей, даже без всяких пузырьков и без всякой пены, все отлично отстиралось, полотенца белоснежные, то есть абсолютно никаких пятен, все чистенько, все аккуратненько. Дальше речь пойдет о более тяжелой артиллерии, средства для чистки казанов. Продавцом заявлено, что в состав средства входит натуральный порошок руды, который бережно очищает поверхность от нагара, въевшегося жира и других стойких загрязнений. Данное средство я использовала и в хвост, и в гриву, и единственное, для чего оно более или менее подходит, так это для посуды из нержавеющей стали. То есть вот если у вас появился там какой-то вот такой вот налет, который со временем уже темнеет, чернеет, то вот,
скажем так, если этот налет еще не совсем черный, то вот данное средство с ним справится и бережно очистит вашу кастрюлю, неважно сковородку, от этого налета. А вот если мы говорим о казанах и каких-то вот таких вот прям тяжелых отложениях, то это надо очень долго и муторно все чистить, ну вот, я не знаю, даже отскабливать, чтобы что-то получилось. В итоге не могу рекомендовать данное средство для чистки казанов. Но вот дальше я вам покажу средства, которые именно для чистки казанов, любых плит, духовок отлично подходят. Это, конечно, компания, опять-таки, Грац и их средство антижир Азелит. Как вы сами видите, каких азелитов у меня только нет, и каждое из этих средств отлично справляется со своей задачей. Но я хотела бы обратить ваше внимание на средство Grill Professional от компании Gras. Все три азелита, как по мне, одинаковые. То есть они хорошо работают, все с ними хорошо, но вот Grill Professional это действительно мощное средство. Вот оно легко справляется даже с застаревшим таким вот толстым нагаром. Вот этот нагар на кастрюле я чем только не пыталась удалять. И сколько я только не замачивала, и там, и ножиком, ну вот много средств, правда, извела. И вот тут попробовала как раз-таки вот этот гриль Professional. Вы сейчас сами посмотрите, сами увидите, насколько быстро это средство разъедает вот этот вот нагар. Кстати, перед тем, как нанести средство, я нагрела кастрюлю на плите. Таким образом, средство начинает и быстрее, и лучше действовать. Вот вы видите, да, уже как жир просто стекает. Буквально за какие-то считанные там секунды. Через 30 минут я начинаю смывать все это дело при помощи такой вот жесткой металлической щеточки, да. И ну, результат это просто меня поразил и вдохновил на то, чтобы перемыть все свои казаны, сковородки. Гриль Professional – это щелочное средство. Предназначено оно для использования на эмалированных, хромированных поверхностях, изделиях из стекла, нержавеющей стали, чугуна, фаянса, фарфора. Именно в описании продавца я прочла, что можно наносить средство на нагретую поверхность. Причем нагревать сильно, ну, скажем так, сковородки либо казаны не нужно. Достаточно и 50 градусов где-то примерно. Единственное, стоит отметить, когда на горячую поверхность начинаем распылять средство, идет такое как бы испарение, да, не очень, скажем так, приятное, да, аромат не из приятных, скажем так. Но, конечно, по возможности лучше открыть окно, тогда этот запах будет не таким едким. Средство очень хорошо пенится, причем я заметила, чем грязнее посуда, тем больше пены это средство создает. Сейчас вы видите, что на сковородке очень много пены, такой вот густой, но и может показаться, что я очень много нанесла средства, но на самом деле это не так, средства было не так много, как вот в итоге образовалось вот этой вот самой пены. Ну, а результат просто выше всяких похвал. Я не скажу, что я как-то очень долго и нудно терла, скребла, но результат вы, собственно, сами видите. Если вы в хозяйстве не пользуетесь какими-то такими вот древними казанами, сковородками, то, в принципе, можно обойтись и любым другим средством Азелит от компании Gras. Отмыть плиту, духовку для семейства Азелит вообще, в принципе, не составляет никаких сложностей. Из минусов это, конечно, не очень приятный аромат, но учитывая то, что средства очень быстро и, в принципе, без особых усилий справляются со своей задачей, в принципе, менять их на какое-то другое средство я не тороплюсь.
Ну и, конечно же, при использовании данных средств не забывайте одевать перчатки, так как средства очень агрессивные и ну, руки действительно жжет. Если средство все же попало на кожу, как можно быстрее промойте это место большим количеством воды с мылом. Следующее средство от южнокорейского производителя компании Leon – это также кислородный отбеливатель концентрат. В упаковке 1,5 килограмма, и на момент заказа он стоил намного дешевле, чем многими разрекламированный подобный пятновыводитель. По большому счету, каких-то особых отличий от других кислородных отбеливателей я не заметила. Единственное, вот что мне явно вот так вот бросилось, да, на ощупь, это то, что когда мы смываем, да, те предметы, которые мы пытались очистить, то они не такие мыльные. Наверное, вот так вот, да, то есть это средство, оно лучше смывается водой. Тут, как вы сами видите, и обильная пена, и все бурлит, и все шипит. В общем, реакция точно такая же. Для того, чтобы очистить термостакан, достаточно 5 минут. Все, через 5 минут можно выливать воду, и стакан, собственно, как новый. А вот крышку от этого стакана мы почистим при помощи другого кислородного отбеливателя. Это средство также с Южной Кореи, и по заявлению производителя это средство эффективно даже в холодной воде. Тут в упаковке 400 грамм, но в процессе использования я поняла, что данного порошка нужно действительно значительно меньше. И он даже при небольшом количестве отлично справляется со своей задачей. Данное средство работает немного по-другому. Да, вот это вот шипение немножко есть, но вот какой-то вот такой вот обильного пеновыделения его как такового нет. Единственное, что очень сильно заметно невооруженным глазом, так это то, что в воде очень много мелких-мелких-мелких пузыриков. И вот эти пузырьки, они также, скажем, вот обволакивают, можно сказать, облепливают вот все, что вы поместили, ну, непосредственно вот в этот раствор. Уже через 5 минут видно, что вода потемнела, там вот даже плавают какие-то мусоринки. Ну, о чем это говорит? О том, что средство работает. Ну и вот тут вот также стоит отметить, что данное средство намного проще, лучше и быстрее смывается водой. Ну и последнее в этом видео средство от южнокорейской компании Leon для мытья посуды, овощей и фруктов. Это быстро смываемый гель, который не раздражает кожу рук, но при этом эффективно справляется с жиром и другими загрязнениями. В упаковке 1 литр 200 мл. Средство обладает антибактериальным действием и обеспечивает деликатное, максимально мягкое мытье посуды. Средство экологичное и биоразлагаемое. Я заказала с ароматом зеленого чая, но у продавца представлены также и другие отдушки. Средство не содержит фосфатов, парабенов, бензофенолов, формальдегидов, хлора, искусственных красителей и ароматизаторов. От себя могу добавить, что средство очень хорошо пенится, при этом действительно довольно быстро смывается под проточной водой. После мытья посуды на поверхности вообще не остается никакого мыльного налета, при этом посуда действительно скрипит. Для мытья овощей и фруктов мы делаем раствор где-то примерно 2 мл на 1 литр воды. Замачиваем овощи и фрукты примерно где-то на 30 секунд и затем в течение 5 секунд промываем под проточной водой. В применении данное средство мне очень понравилось. Если будет еще большие какие-то объемы, обязательно прикуплю.
Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. И если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!